Здравствуйте! Вы на канале Все Крючком ТВ, меня зовут Павел. Сегодня мы будем вязать с вами повязку на голову. А именно, вот такую вот повязочку с таким красивым необычным узором. Данную повязку я вязал крючком номером 5, пряжу использовал полушерсть в 100 граммах 130 метров. Эта повязочка вязана на объем головы 56 сантиметров. На нее у меня ушло ровно один моточек такой пряжи. Узор смотрится необычно, красиво, и повязочка очень плотненькая. Так она выглядит с лицевой стороны, и вот так вот она выглядит с изнаночной стороны. Также я вязал повязку на объем головы чуть меньшего размера, 50 сантиметров, крючком номером 4. Тоже очень красиво смотрится. Высота повязки 10 сантиметров. При желании можно связать где-то сантиметров 12. Вязать я буду крючком 5 мм. Пряжу буду использовать для данного крючка. Начнем мы вязание повязки с цепочки из воздушных петель. Делаем начальную петельку и набираем цепочку из воздушных петель, которая будет равна обхвату головы, на которую мы вяжем повязочку. Количество петель в цепочке должно быть четным. Провязали нашу цепочку в растянутом состоянии. Она должна быть равна обхвату головы. Я вяжу на обхват головы 55 сантиметров. У меня количество петелек в цепочке равно 64. Затем мы ее аккуратненько выравниваем, чтобы она не перекрутилась. И замыкаем в кольцо, провязав в первую петельку цепочки соединительный столбик. Вводим крючок в первую петельку цепочки, захватываем нить и протягиваем ее через петельки на крючке. Затем выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И теперь в каждую петельку мы провяжем по одному столбику с накидом. Делаем накид на крючок, вводим крючок в петельку, захватываем нить, достаем, делаем накид, провязываем первые 2 петельки на крючке, снова делаем накид и еще 2 петельки на крючке. Итак, мы в каждую петельку провяжем по одному столбику с накидом до конца первого ряда. Провязав первый ряд до конца, в третью петельку подъема вводим крючок и выполняем соединительный столбик. Второй ряд также начинаем с подъема из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Второй ряд мы будем вязать с вами рельефные лицевые изнаночные столбики. Один к одному. Один лицевой столбик, один изнаночный. Один лицевой, один изнаночный. И так весь ряд. Для того, чтобы связать лицевой столбик рельефный, мы делаем накид на крючок, вводим крючок за столбик, вот так, выдвигая его вперед. Захватываем нить и провязываем столбик с одним накидом. Для того, чтобы провязать изнаночный столбик, мы также делаем накид на крючок, только уже крючок будем вводить с изнаночной стороны, отодвигая наш столбик назад, на изнаночную сторону. Также захватываем нить и провязываем столбик с одним накидом.
Затем снова вяжем лицевой столбик. Вводим крючок за столбиком. Вот так вот. Захватываем нить и провязываем столбик с одним накидом. Затем изнаночный столбик. С изнаночной стороны вводим крючок перед столбиком, отодвигаем его назад, вот так вот. Затем захватываем нить, достаем и провязываем столбик. Итак, мы провяжем весь первый ряд, чередуя один столбик лицевой, один изнаночный. Провязав второй ряд до конца, выполняем соединительный столбик не в третью петельку подъема, как обычно, а в петельку над первым столбиком второго ряда. Вводим крючок в петельку и выполняем соединительный столбик. Начиная с третьего ряда мы будем вязать узор нашей повязки. Делаем 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3. И теперь там, где у нас лицевые столбики, мы будем провязывать пышные столбики. Вот таким вот образом. Делаем накид на крючок. Вводим крючок так, как бы мы провязывали с вами лицевой столбик рельефный. Захватываем нить, достаем, вытягиваем ее. Делаем снова накид. Вводим снова крючок за столбик, достаем нить второй раз, снова делаем накид, достаем нить третий раз, делаем накид и достаем нить четвертый раз. Затем делаем накид и провязываем все петельки на крючке. Вот так вот мы связали с вами пышный столбик в наш лицевой рельефный столбик. Затем провязываем еще одну петельку. И следующий столбик у нас идет изнаночный. Его мы так и провяжем изнаночным, ничего не меняя. Дальше снова идет рельефный лицевой столбик. Его мы провяжем так же, как и провязывали первый столбик. Делаем накид и провязываем пышный столбик, вытянув нить 4 раза. Первый раз делаем накид, второй раз вытягиваем, делаем накид, третий раз делаем накид и четвертый раз. Вытянули ниточку, делаем накид и провязываем все петельки на крючке. Снова провязываем одну петельку. Дальше у нас идет изнаночный столбик, и вот так провяжем изнаночную. Делаем накид и провязываем снова в лицевой столбик пышный столбик. 1, 2, третий раз достали ниточку и четвертый раз. Провязываем еще одну петельку и дальше вяжем, где был изнаночный столбик, изнаночный. Итак, провяжем с вами весь ряд до конца. Провязали ряд до конца и в конце выполняем третью петельку подъема, соединительный столбик. Снова 3 петельки подъема, 1, 2, 3. И теперь мы будем менять расположение изнаночных и лицевых столбиков. Вот у нас идут пышный столбик, изнаночный столбик, снова пышный столбик, изнаночный. Так вот, где пышный столбик, мы будем вязать с вами изнаночный столбик, а где был изнаночный столбик, будем вязать пышный столбик. Таким образом,
наши пышные столбики будут идти как бы в шахматном порядке. Делаем накид на крючок с изнаночной стороны, вводим крючок над верхушкой пышного столбика, вот таким вот образом, как бы провязываем изнаночный столбик. Провязали. А там, где был у нас изнаночный столбик, мы сейчас провяжем с вами пышный столбик. Так же, как мы провязывали его в предыдущем ряду. Вытягиваем нить первый раз, делаем накид, вытягиваем второй раз, делаем накид, вытягиваем третий раз, делаем накид и вытягиваем четвертый раз. Делаем накид и провязываем все петельки вместе. Одна воздушная петля. И теперь следующий пышный столбик мы провяжем так же, как изнаночный столбик. Вводим крючок над верхушкой пышного столбика, захватываем нить и провязываем изнаночный столбик. И дальше вяжем, где изнаночный был, вяжем пышный столбик. Вытянули нить второй раз, третий и четвертый раз. Провязали все петельки, еще одну петельку выполняем. И снова провязываем изнаночный столбик над пышным столбиком. Вводим крючок и провязываем изнаночный столбик. И так провяжем весь ряд до конца. Провязали ряд до конца. В последний изнаночный столбик предыдущего ряда провязали пышный столбик, выполнили одну воздушную петлю и в третью петельку подъема выполняем соединительный столбик. Провязываем 3 петельки подъема, 1, 2, 3. Следующий ряд мы будем вязать так же, как и второй ряд узора. Там, где были изнаночные столбики, будем вязать пышные столбики, а где были пышные столбики, будем вязать изнаночные столбики. Таким образом, мы будем чередовать размещение наших пышных и изнаночных столбиков в каждом ряду. Мы будем вязать с вами ряды узора, пока не довяжем до того момента, когда нам останется провязать буквально 2 сантиметра и получить высоту повязки, ту, которая нам нужна. Я буду вязать высоту повязки 10 сантиметров, поэтому провяжу узор до момента, когда будет высота примерно 8 сантиметров. После того, как мы провязали ряды с узором, нам осталось связать 2 последних ряда. Предпоследний ряд мы будем вязать вот таким вот образом. Выполняем 3 воздушные петли подъема. И теперь вот у нас идет первый изнаночный столбик. Мы провяжем его как лицевой. Если у вас идет первым пышный столбик, то тогда нужно будет провязать его изнаночным. Вот в моем случае первый у меня столбик это изнаночный, я его провязываю как лицевой столбик. Затем идет пышный столбик, его я провяжу как изнаночный. Следующий изнаночный столбик провяжем как лицевой. Итак, чередуя, где у нас пышный будет изнаночный, где был изнаночный
будем вязать лицевой столбик весь ряд. Провязали ряд до конца. Также в третью петельку подъема выполняем соединительный столбик, три воздушные петли подъема, и последний ряд мы будем провязывать там, где у нас лицевой, там будем вязать лицевой столбик, где изнаночный, там изнаночный столбик. Так провяжем с вами весь последний ряд. В конце ряда выполняем соединительный столбик в третью петельку подъема, делаем еще одну воздушную петлю, ниточку достаем побольше, затягиваем и лишнее отрезаем. Затем с изнаночной стороны крючком меньшего размера мы аккуратненько нашу ниточку спрячем под петельки с изнаночной стороны. После того, как спрячем нить, лишнее можно будет отрезать. И вот наша повязочка готова. Вот такой вот у нее узор. Очень красивый. Если вам понравилось видео и эта повязочка, ставьте лайк, подписывайтесь, если еще не подписались, чтобы не пропускать новых видео. Пишите комментарии, делитесь этим видео. Спасибо за внимание. До новых встреч!